На морозе батарея просто улетает. Первое. Встроенный шазам в телефоне. Говно. Второе. Сжимаемые края, чтобы вызывать Google Ассистент, тоже говно. Google продает не смартфон с отличной камерой. Google продает отличную камеру, а к нему уже приставкой идет этот самый смартфон. Ну что ж. Всем привет, меня зовут Слава, и это обзор на смартфоны компании Google, или так сказать опыт пользователя после 1 года использования на устройство Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL. Этот обзор предназначается для тех людей, которые рассматривают покупки смартфона линейки Google Pixel. И сейчас, на конец 2018 года, у нас имеется 3 флагманских линейки. Это оригинальный Google Pixel, Google Pixel 2 и Google Pixel 3. И что, в общем-то, я хочу сделать в этом видео? Я хочу рассказать про свой пользовательский опыт Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL для тех людей, которые рассматривают их покупки, а также сравнить заочно с оригинальным Pixel и третьим Pixel. Потому что сейчас ситуация неоднозначна. Оригинальный Pixel очень выгоден в покупке, он значительно упал в цене, а третий Pixel очень дорогой и как бы непонятно, брать его либо не брать, а посерединке есть Google Pixel 2. И в общем-то моя цель честно и подробно рассказать все плюсы либо минусы этого устройства. Все-таки за год использования накопился некий опыт и хочется с ним поделиться. В этом видео я не хочу перечислять характеристики, частоту процессора, яркость экрана в нитах, сколько заряжается смартфон до 100% до секунд. Нет, это видео чисто про мои эмоции, про мой опыт. Вот говорю, вот есть экран, вот он плохой, есть звук, он офигенный. И вот это я хочу донести в этом видео. И мы пройдемся по таким характеристикам, как внешний вид, габариты, экран, связь, звук, производительность, батарея, стабильность системы, уникальные функции и камера. Ну и в конце подведем итоги, стоит ли все-таки покупать Google Pixel 2 или Google Pixel 2 XL в конце 2018 года и в основную половину 2019 года. Итак, начнем с внешнего вида и габаритов. Как я уже сказал, у нас есть Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL. Одна версия маленькая, другая побольше. Конкретно у маленькой версии размер дисплея составляет 5 дюймов, а у большой 6 дюймов. В свое время, когда эти смартфоны только вышли в конце 2017 года, поголовно практически все обзорщики ругали маленький Pixel за то, какие у него большие уродские рамки. Якобы не дело на конец 2017 года флагманскому продукту от компании Google иметь такие большие рамки. Но в реальной жизни, если же на это посмотреть, то смотришь, ну блин, телефон как телефон. То есть год назад у вас еще были нормальные такие телефоны, а теперь они стали уродскими. С другой же стороны, да, хочется понять, чтобы смартфон был красивее, все-таки деньги за него платятся не маленькие. Но все-таки у Google такое видение дизайна. И если все-таки говорить как есть, спустя год, тем более если сравнивать с Google Pixel 2 XL, смотря на маленький пиксель и даже со старшей версией, смотришь на этот большой 6-дюймовый экран и на этот 5-дюймовый экран с большими рамками, ну, будем их так называть, то да, все-таки большая версия, она намного красивее. Особенно, когда посидишь полчаса в темноте с этим большим экраном практически от края до края, а потом берешь маленькую версию, как бы понимая, что да, все-таки есть какой-то прикол в этих рамках. Но что поделать, все-таки сверху и снизу у нас располагаются динамики, и их нужно куда-то девать. По основным материалам корпуса. Основная часть выполнена из алюминия, покрытым таким, знаете, пластиковым покрытием. И плохо это или нет, я честно не могу до конца сказать. Все-таки, когда его берешь в руки, да, он не такой скользкий, как металл, но, как многие говорили, что в самом начале премиальности ему все-таки не хватает. Если сравнить дизайн Google Pixel 2 и XL версии, то маленькая версия, она в руках ощущается, знаете, более квадратной, в то время как старшая версия, она такая закругленненькая и в руках лежит получше. Не то, что лучше, но как-то поприятнее. Если посмотрим на расположение элементов, то у нас кнопка включения располагается на правом торце, а кнопки переключения громкости под ней. И это очень необычное расположение для этих элементов, потому что у большинства телефонов наоборот. Кнопка включения располагается снизу, а кнопки переключения громкости сверху. И когда вы берете этот телефон первый раз, вам кажется, что боже, неудобно, как это, кто вообще это придумал. Но я скажу так, что ко всему привыкаешь. И теперь, когда берешь телефон, можно сказать, с классическим расположением этих элементов, ты думаешь, боже, как это придумали, кнопка сверху питания намного удобнее. И по правде говоря, когда ты берешь смартфон в руки, твой большой палец правой руки очень удобно ложится на кнопку включения. Тебе ее не нужно вот так вот как-то располагать, ее сжимать. Нет, ты просто берешь смартфон в руки, и у тебя интуитивно рука уже ложится на это место. Еще немного про закругленность и квадратность дизайна. В маленьком пикселе у нас края вдоль дисплея, они, знаете, как будто шлифованный металл, в то время как у большой версии
экран у нас заходит в корпус. И если, не дай бог, вы уроните большую версию, то она у вас разобьется с намного большей вероятностью, чем маленькая. Потому что здесь дисплей располагается вот так вот ровно, а в большой версии он вот так вот заходит. И, соответственно, при ударе, скорее всего, удар придется на дисплей и дальше пойдет ударная сила. А в маленькой же версии весь удар на себя принимает корпус. И по своей практике я этот телефон ронял реально жестко 2 раза. Каждый раз падение было на плитку с высоты где-то полуметра, метра. И каждый раз, когда он падал, я думал, что все, ему капец. Но каково было мое удивление, когда я его поднимал и ни малейшей царапинки. Единственное, за целый год у меня образовались небольшие вот такие вот ударки. Я постараюсь показать их на камере. В верхней части дисплея можно посмотреть, что у меня чуть-чуть откололся металл, но это очень мало. В другом по материалам корпуса. На задней части у нас верхняя панель из стекла, нижняя, как я уже говорил, из металла, покрытым пластиком. Если посмотрите, то моя маленькая модель покрыта пленкой, старшая модель нет. Я объясню, почему пленка намного лучше, нежели чем вообще ничего. Стекло очень сильно притягивает пыль, прям как магнит, я не знаю. А соответственно в районе, где стекло, у нас располагается камера, а под камерой всякие датчики. И они, естественно, у нас забиваются пылью. И каждый раз приходится это протирать. И вот, так как камера у нас выступает, она тоже очень сильно забивается пылью, и тебе прям надоедает ее протирать. Поэтому я на свой маленький пиксель еще в свое время заказал пленки. И эта проблема решается просто. Ты об этом не думаешь. Когда я каждый раз беру большой смартфон, мне его просто хочется протереть, я не знаю, что с этим делать. Тоже, наверное, придется заказывать пленки. Также в свое время по интернету ходили картинки, что якобы вот это пластиковое покрытие, оно стирается и уходит, и там остается только металл. За год использования, серьезно, ну ничего не слетело. Блин, краска как лежала идеально, так она и лежит. То есть даже после падения ничего с этим не случилось. Можно сказать, что мне повезло, что у меня краска не стерлась, но это мой телефон, это телефон жены. Мы по-разному используем, и все-таки как на большой версии все в порядке, так и на маленькой. Так что по материалам корпуса лично у меня нет претензий. Единственное, что стекло, оно очень сильно притягивает пыль, как я уже говорил, и я бы рекомендовал все-таки клеить сюда пленку. По остальным элементам, на задней плоскости у нас располагается сканер отпечатка пальцев. Лежит он в удобном месте, как на маленькой версии, то есть вот смотрите, я вот так вот беру, опс, палец кладется интуитивно сюда. Также берем большую версию, так как мы изначально берем телефон по особенному руке, если я вот беру так, хопс, у меня палец также интуитивно ложится на сканер. И последнее по габаритам и внешнему виду. Если брать чисто ощущение, то маленький все-таки, несмотря на свою квадратность, мне нравится больше, потому что он удобнее лежит в руке. Большая версия, это все-таки ее можно назвать лопатой. И если бы у нас не было поп-сокета, то я не знаю, как этим телефоном пользоваться удобно. Если едешь в метро, набираешь текст, то, блин, одной рукой, но это очень удобно, и вероятность его выронить крайне большая. Маленький же просто идеально лежит в руке, ты его обхватываешь, он спокойно у меня обхватывается рукой. Большая версия, она вот так вот, видите, лежит. И, соответственно, если у вас небольшие руки, то большая версия, как бы, не знаю, это надо быть слишком большим любителем больших экранов, и я бы рекомендовал все-таки версию поменьше. От габаритов переходим к экрану. Экран у нас на маленьком пикселе это AMOLED с разрешением Full HD, а на большой версии это POLED с разрешением Quad HD. И, собственно, если я смотрю на маленький смартфон, на большой смартфон, я не вижу никаких пикселей. Но если мы перейдем к цветам, то тут уже на самом деле есть большие проблемы. Во-первых, по яркости дисплея. Мне как на большой, так и на маленькой версии есть две предъявы. Не хватает как максимальной яркости на ярком солнце, так и минимальной яркости, когда ты уже лежишь со смартфоном перед сном. Соответственно, в первом случае хочется яркость чуть-чуть добавить, чтобы, было видно информацию на экране при ярком солнце чуть-чуть получше. А ночью, когда хочется, чтобы экран не так ярко светил лицо, яркости чуть-чуть не хватает вот минимальной. Это вот такая, на самом деле, большая проблема. По поводу цветопередачи. Здесь также все неоднозначно. Еще в момент, когда этот смартфон вышел, были большие разгромные статьи, что экраны этих смартфонов ужасные, особенно у Excel-версии. И моя главная мысль заключается в том, что при повседневном использовании тебе вообще пофигу на качество этого дисплея. Он просто хороший, он не супер отличный, да. Естественно, можно возразить, что смартфон стоит больших денег. Да, он стоит больших денег, но экран не ужасный, как его многие описывают. На нем можно спокойно обрабатывать фотографии, он не мозолит глаз, на эту картинку приятно смотреть. Единственный момент, который меня смущает, это ты замечаешь только при сравнении двух этих устройств, соответственно, бок к боку. Если мы возьмем темный цвет на POLED, то есть на Google Pixel 2 XL, он здесь как-то слишком чрезвычайно темный на яркости середины и меньше. Если мы сравним прошивку с высокой яркостью, у нас шторка выглядит одинаково. Но как только мы начнем понижать яркость, шторка на Pixel 2 XL версии и на маленьком пикселе начинает выглядеть по-разному. На старшей версии она превращается в черный цвет, а на младшей в такой же серый, просто с поменьшей яркостью. И как-то раз я читал одну статью,
оформление сайта было темным, я скидываю жене статью, чтобы она тоже почитала, и смотрю сбоку, что у нее сайт вообще выглядит по-другому. То есть у меня сайт выглядит серым, там можно разобрать черный текст, а на экране Pixel 2 XL сайт был просто темным, и темный шрифт там вообще не было никакой возможности разобрать. Ну, в общем-то, я не знаю, как к этому относиться, плюс либо минус, но я бы, скорее всего, больше отнес к минусу, потому что все-таки какое-то искажение происходит. Третья связь. У меня нет сильных предъяв по поводу связи. Единственное, что мне не очень сильно нравится, как работает GPRS вообще в принципе в Android. Если как смотришь на iPhone, то там включаешь навигатор, и как-то он тебя мгновенно находит. Здесь же все-таки как-то, не научились Google еще работать с GPRS. Я не знаю, в чем проблема. Как-то он работает нестабильно. То отлично, то, ты ждешь пока 5 секунд, пока он тебя найдет. По поводу обычной связи. Он ловит ее стабильно везде хорошо, но бывают моменты, где он ловит чуточку лучше, чем другие смартфоны, допустим, у других людей, когда жалуются на связь. Но бывают моменты, когда у тебя ловит чуть-чуть хуже, чем у других. Но все-таки общей стабильностью связи я доволен. Выходишь в лифт, и у тебя практически мгновенно подключается интернет. Переходим к звуку. Как я уже сказал, у нас динамики располагаются в передней части смартфона, то есть их здесь нет снизу, они располагаются в передней части так называемой стереодинамики. И, друзья, это, что-то невообразимо крутое. Если у вас в смартфоне динамики располагаются снизу, и вы, допустим, играете в какие-нибудь игры, вы всегда вот так вот делаете руку, чтобы у вас звук как бы переходил из ладони к вам. Здесь же берешь смартфон, как хочешь, звук всегда идет на тебя. Смотришь видео YouTube, играешь в игры, это очень офигенно, когда звук идет не куда-то в сторону, а прямо на тебя. Кажется, что какая-то мелочь, слишком преувеличена, но, это реально так. И, в общем-то, к динамикам вообще нет никаких претензий, но и, собственно, из-за них здесь такой дизайн, что в маленьком версии рамки сверху и снизу достаточно большие, чтобы расположить эти стереодинамики, а в большой версии они не такие крутые, как у Samsung. То есть у Samsung прям вообще маленькие, здесь все-таки это будет побольше. Но стереодинамики, они того стоят, и, я бы забил на дизайн, но лишь бы у меня были стереодинамики. Единственный минус этих стереодинамиков, когда вы идете по улице, и вам кто-то звонит, если у вас не включена вибрация, вы нифига не услышите, потому что звук упирается в ваше тело, и вы просто его не слышите. Но это такое, поэтому всегда приходится держать вибрацию активной. Плавно переходим к производительности. У нас здесь стоит Snapdragon 835, это флагманский чипсет от компании Qualcomm. И, в общем-то, все летает. Предъяв вообще нет. Нет ни микрофризов, ничего. Я снимал видео с обзором интерфейса. Приложение открывается практически моментально. Анимация не лагает. Фризов в принципе не бывает. В игры играешь на максимальной графике. Единственная проблема, когда только вышел Android 9, это было в августе 2018 года, телефон тротлил. То есть он достаточно сильно нагревался, и, соответственно, производительность... Она не снижалась, производительность была такой же высокой, но телефон грелся. В сентябрьском патче это уже исправили, и таких проблем я больше не наблюдал. Но для игроманов, если вы играете в тяжелые игры, например, PUBG, то по моему опыту где-то, знаете, к 30-40 минуте у вас начинают немножко спадать кадры. Все-таки тротлинг в этом телефоне, он присутствует, и, к сожалению, от этого никуда не деться. Но в плане общей производительности, как вы открываете обычные приложения, соцсети, телефон, там, звонилки, не знаю, Instagram, все очень быстро работает. И, собственно, пиксели этим и славятся, что чисто Android, без всяких оболочек, он очень быстро работает, он летает. И тут я чуть не забыл, сейчас подсмотрел свой небольшой сценарий. Мне хочется сказать про такую вещь, что все-таки сейчас смартфоны без интернета это обычные звонилки, ничего они не могут. Но в данном случае, конкретно с этим телефоном, я не знаю, мне кажется или нет, но когда у тебя слабый... Когда интернета нет, ладно, пофигу, но когда у тебя слабый интернет, мне кажется, что телефон работает медленнее. Когда нестабильное либо плохое соединение с интернетом, телефон открывает приложение медленнее, камера запускается медленнее. И я не знаю, как это объяснить, как это доказать. То есть эти смартфоны, они настолько привязаны к интернету. Все-таки Google это прежде всего софтверная компания. И здесь, кстати, многие функции программы, они активируются через облако. То есть вы даже можете не скачивать обновления каких-то программ, они у вас появляются. То есть фишки, допустим, звонилки, недавно появилась темная тема, хотя обновление скачано было еще неделю-две назад, а появилось оно только сейчас, потому что разрешили этому телефону получить темную тему, и он все фоновые процессы в нем активируются через интернет. Если интернет у вас плохой, то телефон как-то необъяснимым образом, но мне так кажется, он работает медленнее. Я не знаю, как это доказать, как я уже сказал. В общем-то, такое замечание. Я ни разу не слышал, чтобы об этом кто-то говорил в интернете, но я это замечал. Ладно, закончили про производительность. Телефон летает, поверьте. Просто, я не знаю, в России очень сложно достать живые пиксели. Только если вы берете их у каких-то знакомых, вы просто попробуйте плавность этого интерфейса, открытие приложения. Оно очень быстро происходит. Но по поводу моей теории, что когда интернет нестабилен, либо работает медленно, у нас телефон тоже замедляется.
это, ну представьте, что вы катаетесь на болиде Формулы-1, а потом пересаживаетесь на спорткар. Да, это тоже крутой спорткар, но это уже не Формула-1. Переходим к батарее. По поводу этого маленького пикселя. Все-таки это мое основное устройство, и он у меня стабильно держит 5 часов экрана. По поводу большой версии, это смартфон жены, я иногда захожу в настройки батареи и смотрю, что этот телефон держит все-таки чуть-чуть, но чуть-чуть больше, чем вот этот телефон, маленькая версия. Даже несмотря на то, что в большой версии Quad HD разрешение против Full HD маленькой, но все-таки, я не знаю, все-таки большая батарея, она вот там на 400-500 мАч, она решает. А если вы еще и грамотно настроите телефон, отключите все функции, которые влияют на энергопотребление, маленькая версия спокойно будет жить 6 часов. Я, кстати, так и живу. Я сейчас еще активировал, чтобы у меня режим энергосбережения включался после 50%, и он реально у меня живет 6 часов экрана. То есть без него 5 часов, с энергосберегающим режимом 6 часов. По поводу минусов батареи. Камера нереально много из батареи, серьезно. То есть минута камеры это минус 1-2% батареи. Ну и ладно, это можно понять. Не знаю, по поводу других смартфонов, я ими очень давно не пользовался. То есть, возможно, и там камера тоже очень много съедает. Но до этого у меня был Meizu MX5, и там как-то я такого не замечал по сравнению с этим смартфоном. Но, если вы попробуете воспользоваться камерой, либо просто пользоваться телефоном в холодное время суток, он просто улетает. Я не знаю, как это объяснить. Видимо, Google посидели и решили скопировать самый главный недостаток у айфонов. Айфоны очень сильно все время свое страдали тем, что на морозе они буквально вырубались, и батарея там просто улетала вниз. И Google Pixel, к сожалению, скопировал этот главный недостаток. На морозе батарея просто улетает. Пользуйтесь камерой, сделайте 25 снимков, все, телефон вырубится. И этот момент, который лично меня очень парит. Да поэтому, если вы собираетесь на какие-то фотосеты зимой, пауэрбанк обязательно нужно брать. Если просто так пользуетесь, там, я не знаю, ну, по морозу, кто слишком сильно пользуется телефоном, обычно там звоните, либо там проверяете какие-то смс-ки, я не знаю, он будет стабильно жить, ну, как бы, как обычный телефон. Но если вы начнете, я не знаю, что-то с ним делать, на морозе он реально разряжается очень быстро. Переходим к стабильности системы. Все обзорщики практически поголовно на ютубе, западные, русскоговорящие, восхваляют чисто Android, что это просто гениальная система без лагов. Я бы с этим не согласился, лаги есть. Опять же, это не лаги, что у вас что там подвисла анимация, нет, это какие-то ошибки программ. То есть бывает, что программы вылетают, это не исключение на голом Android. Бывают всякие глюки софта. Я больше всего это замечал в Google Photos, когда вы редактируете фотографию. Если вы очень часто это делаете, то, скорее всего, вы могли словить эти баги. Я не хочу сказать, что Go Android он ужасен, я бы скорее сказал так, он прекрасен, но когда вы ловите эти баги, вы просто такие, что за фигня? Я бы даже сказал так, вы летаете на самолете очень плавно, но иногда случается турбулентность. И, соответственно, эта самая турбулентность, она очень сильно западает в голову, и вот эти всякие мелкие баги, они запоминаются. Но если вы смотрите это видео с неким скепсисом и думаете, этот Android лагает, он не так хорош, как о нем все говорят, нет, он прекрасен. Но просто эти самые баги на фоне всей этой идеальности, они замечаются. И все-таки Google софтверная компания, естественно, у них есть проблемы, что Android разрабатывается как универсальная система. И, естественно, они допиливают этот Android для Pixel, но все-таки это не iOS, который пилится под конкретный смартфон. Это все-таки универсальная система с упором на какое-то железо Pixel и его универсальные фишки. И поэтому баги иногда проскакивают. Опять же, как я сказал, это случается очень редко. Единственное, что меня расстраивает, все-таки это сканер отпечатка пальцев. Он не так хорош через 2 месяца, как хотелось бы, как говорил один классик. Но он реально не очень быстр. Я смотрел обзоры на Huawei, там сканер просто летает. Здесь же он просто хороший, ничего сверхъестественного. Да, он работает, но задержка происходит. Знаете, вот вы прикладываете палец, ему нужно дать время, чтобы произошла разблокировка. Это вот, наверное, я придираюсь, но если сравнивать с другими смартфонами, сканер здесь мог быть реально получше. То есть я не знаю, чего им мешало это сделать. Переходим к уникальным фишкам. Что же здесь можно получить такого уникального, чего нельзя получить больше практически нигде? Первое. Встроенный Shazam в телефоне. Говно. Второе. Сжимаемые края, чтобы вызывать Google Ассистент, тоже говно. На этом уникальные фишки заканчиваются. В них нет ничего сверхъестественного. Их просто придумали, чтобы они были. Улучшают они как-то вашу жизнь? Да, для единиц, возможно, улучшают. Мою жизнь они не улучшают. Все-таки это мое видео, мой пользовательский опыт. Я говорю, что это бесполезная хрень. Единственное, что вы получаете реально крутое, будучи обладателем Google Pixel, это безлимитное хранилище Google Photos в оригинальном разрешении.
Если вы скачиваете на какой-то смартфон Google Photos, у вас там безлимитное хранилище, да, но качество фотографии сжимается. Здесь же вы снимаете 4К видео, и это 4К загрузится в облако, не потеряв ни единого качества. Если вы гонитесь за какими-то уникальными фишками, они, конечно, в плане в основном все софтверные, но бывают и хардверные приколы, то у таких брендов, как Huawei, Xiaomi, я не знаю, каких-нибудь других, у них есть реально более интересные решения. Этот же смартфон, он, как и многие говорят, iPhone в мире Android. Это просто эталонный Android смартфон, который не имеет каких-то своих супер-пупер фишек и звезд с неба не хватает. Ну и последнее. Камера. Все-таки, когда мы слышим про Google Pixel, сразу первая ассоциация в голове — это камера. Я как-то читал мысль одного из западных техножурналистов. Он написал так, что Google продает не смартфон с отличной камерой. Google продает отличную камеру, а к нему уже приставкой идет этот самый смартфон. И, собственно, все, что вы слышали в интернете, читали статьи, где говорят, что Google Pixel имеет, пожалуй, лучшую камеру из мобильных устройств, это правда. Нужно понимать, что у Google была цель, как у Apple, чтобы у вас не было дополнительных настроек, вы просто достаете камеру, щелкаете, и у вас получается отличный снимок. Поэтому здесь нет всяких ручных про-режимов, где вы выставляете ISO, выдержку и тому подобное. Нет, вы просто достаете смартфон, щелкаете 2 раза на клавишу громкости, у вас активируется камера, и вы нажимаете на затвор, и вы получаете феноменальные снимки. Google с их технологией Zero Shutter Lag просто рвет все шаблоны. Что такое Zero Shutter Lag? То есть, когда вы включаете камеру и наводите ее на что-то, у вас уже происходят снимки до момента затвора. И, соответственно, когда вы нажимаете на затвор, вы просто сохраняете один из тех снимков, которые уже были сделаны. Что нам это дает? Вам это дает офигенную детализацию. Вы можете снимать объекты в движении. Плюс ко всему этому добавляем технологию HDR+, которая совмещает снимки до и чуть-чуть после с разной экспозицией, совмещает их в один кадр, и получается супер контрастное, с офигенным динамическим диапазоном фотографий, но это что-то просто выше головы. Кто досмотрел до этого момента, спасибо вам. Я не думаю, что таких людей очень много. В правом верхнем углу я оставлю ссылочку на обзор Google камеры. Я там подробности рассказал про ее интерфейс и ее возможности. А что Google сотворили с режимом Night Sight, который представили на презентации Pixel 3, это вообще офигеть. Вы снимаете в темноте, понимаете? Вы ничего не видите, а ваш смартфон видит. Естественно, когда вы снимаете в полной темноте, вы не будете выставлять эти снимки в Instagram. Но если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, просто недостаточной освещенности, где другие телефоны не будут справляться, Pixel справляется. По поводу портретного режима. Все-таки, когда Google представили портретный режим с одной камерой еще на презентации Google Pixel 2, поначалу он работал не ахти. Этот телефон я получил ровно год назад, 12 декабря, и, честно говоря, наверное, из 10 портретных фоток 3-4 не получались. Сейчас же, я бы сказал, 9 из 10 портретных фотографий, они у вас получатся, и они будут офигенными. Просто объект вырезается, ну просто как-то феноменально. Что конкретно не хватает в камере Google Pixel 2? Не хватает зума. Google представили технологию Super Zoom, но она работает только на Pixel 3. На второй, а тем более на первой версии, она не работает. И, пожалуй, я бы отнес это к единственному минусу, то есть, когда вы приближаете объекты, они не настолько четкие, как хотелось бы. И все-таки, если этот смартфон покупают из-за камеры, то это того стоит. Вы покупаете не просто смартфон с чистым андроидом, плавными анимациями, вы покупаете фотоаппарат. И, в общем-то, мы переходим к концу. Я бы здесь хотел порассуждать, что покупать сейчас: оригинальный Google Pixel 2, либо же дорогущий Google Pixel 3. Мои мысли по этому поводу такие. Что касается первого пикселя, я у него вижу 3 основных недостатка. Первое — это то, что у вас нет оптической стабилизации. Оптическая стабилизация очень сильно решает фотографии. И, собственно, если вы хотите покупать смартфон только из-за фотографий и с упором на них, то оптическая стабилизация решает. Второе, что касается оригинального пикселя, там нет тех самых стереодинамиков, а они того стоят. Ну серьезно, если вы смотрите YouTube, мы все смотрим YouTube, вот вы сейчас меня смотрите на YouTube, и поверьте, когда вы смотрите это видео и звук играет на вас, и он такой чистый, громкий, это стоит переплатить денег. А особенно для игроманов, не нужно вот так вот держать руку, чтобы звук шел на вас, держите как хотите. И третий минус, многие писали еще во время первого пикселя, и я склонен этому верить, что батарея там не ахти. Все-таки там телефон с поменьше батареи, там процессор не такой совершенный, там техпроцесс хуже, соответственно, он расходует больше батарею. И все, что я читал в интернете про оригинальный пиксель, на батарею там все-таки, реально жалуются. Но цена сейчас, на конец 2018 года, реально привлекательная. Там что-то Стас, или как просто его, что ли, за 15 тысяч покупал с Алиэкспресса. Но здесь, опять же, вопрос: восстановленный телефон. Непонятно, это лотерея. По поводу третьего пикселя. Да, он крутой, я бы сказал, что это просто хорошо апгрейднутая версия второго пикселя, но посмотрите на цену.
цену. Третий пиксель реально очень дорогой, он не стоит этих денег. Я бы даже сказал так, можно посмотреть на примере. Когда вышел пиксель 2, в ноябре-декабре его можно было купить в России за 45-48 тысяч рублей. Сейчас я посмотрел на Авито, его можно купить за 60-65 тысяч рублей, это маленькую версию, а XL она еще дороже 1010. Я бы сказал так, достаточно банально. У вас нет много денег, покупайте первый пиксель с Алиэкспресса, где хотите, там уже, конечно, лотерея, как я уже сказал, на свой страх и риск. У вас есть деньги, покупайте третий пиксель, он реально круче, что сказать, ну это новое устройство. Но если вы хотите подойти с неким рационализмом и посмотреть, что, ага, второй пиксель, он не слишком-то и хуже третьего, давайте будем честны. Я бы сказал, что той пропасти по сравнению с первым и вторым там не наблюдается по сравнению с третьей версией. То есть, если первая версия была крута, вторая версия намного круче, то третья, она все-таки круче, но не настолько, как хотелось бы. Но переплата за нее существенна. То есть, здесь вопрос такой, стоят ли те улучшения тех денег, которые за них просят? Я думаю, что нет. И, собственно, мой ответ такой. Если вы хотите смартфон с крутой камерой, с чистым андроидом, с обновлениями до 2021 года, с крутыми стереодинамиками и крутой производительностью, я бы рекомендовал Google Pixel 2. Собственно, на этом видео закончится. Естественно, я не раскрыл, наверное, полный спектр вопросов, но я просто высказал свое мнение по поводу тех или иных моментов. В общем, на этом у меня все. Пользуйтесь смартфонами, которые вам прежде всего нравятся и вам они доставляют удовольствие. А все остальное ерунда. Поэтому, если вы досмотрели это видео до конца, то, скорее всего, оно вам понравилось. Я на это надеюсь. А тем более было полезно. Не забываем ставить пальцы вверх. Мне будет очень приятно, и я буду понимать, что я старался не зря. И на этом все. Поэтому, как обычно, всем удачи, всем пока. Первое. Встроенный Shazam в телефоне. Говно. Второе. Сжимаемые края, чтобы вызывать Google Ассистент, тоже говно.